Йоу, братюни и сеструни, держитесь за телефоны. Сегодня у нас подборка одиночных игр, где никто не сольет катку, кроме тебя самого. Только ты, экран и чай, который обязательно прольешь паники. Я, как всегда, лайк, капитан этого корабля без интернета. А если скачаешь хоть одну игру, бахни лайк, не будь мобом. И помни, комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобней, наливай чаёку, и мы с тобой начинаем ролик. Cuphead — это не просто мультяшная мясорубка, это игра, где каждая ошибка — урок. А теперь у нее появился фанатский порт. Бегаешь, стреляешь, уворачиваешься от боссов, которые выглядят как оживленные мульты из 30-х. И погибать придется много, очень много. Все как надо. Боссы, атаки, хардкор, бесконечные жизни. Даже оружие не пропадает после гибели. Спасибо, хоть тут пощадили. Из фишек, во-первых, стилистика 30-х годов. Во-вторых, динамика. В-третьих, она бесплатная. Пока что. Да, баги есть, местами дергается, но как фанатская версия прям огонь. Скачивай, если не боишься, только не злись, когда проиграешь 6-й раз подряд одной и той же морковки. А инструкцию найдешь у меня в ТГ, ссылочка будет как всегда в описании. Ты давно снимаешь видео? Я на тебя подписан. Заметь, пожалуйста, и передай привет Стасу из 7-го Б. Да, давненько снимаю. С тех пор, как пиксельные человечки начали летать на экране. И да, Стас из 7-го Б, привет тебе. Лысый вернулся. И нет, это не реклама шампуня. Это Hitman на наших мобилках. Задача простая – устранить цель. Не спалиться, не трогать мирных. А в реальности ты замочил полгорода, уронил мусорку и убежал в трусах под тревогу. В игре 12 миссий. Стелс стал умней. Оружие – все кроме совести. Удавка, винтовка, пистолет. И случайно кирпич из кустов. Иногда лысый тупит, иногда игра тоже. Но зато можно устранять цель, переодевшись в клоуна. Это ли не круто? Лакс была легендой. После спасения планеты в первой части она стала звездой. Фанаты, слава, все было. Но ей хотелось одного – домой, к друзьям на свою планету. Только вот на родной планете были не очень рады. Корабль сбивает неизвестная фигня. Уцелели чудом. И все. Снова грязь, снова крафт, снова выживать. Только топор, кирка и куча опасностей. Вы снова исследуете мир, собираете ресурсы, строите базу, кирпич за кирпичом, прокачиваете способности, находите снарягу, приручайте помощников. Каждая локация – это либо новая находка, либо близкая встреча с Рипом. На пути старые знакомые, загадочные герои и куча историй, которые будто пазл складываются в большую, странную, но цепляющую картину. Crashlands 2 – это не просто выживание, это путешествие домой, которое вы пройдете сами, хотя нет, вместе с Пакетиком. Это наш довольно милый помощник. В целом прикольно, поэтому советую поиграть. Если вы считаете, что настоящий хардкорный РПГ – это только консоли и ПК, тогда вы явно не пробовали Pascals. Игра вышла от студии Tipsworks и сразу заявила о себе, как мобильный Dark Souls. Но тут не просто копипаст, тут своя мрачная мифология, свой стиль и самое главное – драйв от боя. Вы играете за Терренса, воина с трагичным прошлым, который отправился в путешествие по темному миру в поисках жены. Сражения тактические и плотные. Тут нет просто нажал и победил. Каждое движение важно. Парирование, уклонение, атаки. Все по-взрослому. Интересная особенность – это валюта, кости. Они выпадают с врагов и используются для прокачки персонажа. Атмосфера на уровне Ведьмака. Музыка, диалоги, визуал. Все на удивление кинематографично. А еще можно менять героя и проходить разные ветки. В общем, это редкий случай, когда мобильная игра тянет на полноценный AAA проект. Если вы хотите что-то хардкорное, атмосферное, то это ваш выбор. Ты идешь и снова идешь. Добро пожаловать в хоррор, где главный монстр – твоя внимательность. Поначалу думаешь, что за стимулятор подземного перехода. Потом стой, у этого мужика 3 ноги, а потом такой, а почему надпись «Выход» смотрит на меня? Это как SCP, но в подземке. Ты просто идешь, но надо замечать аномалии. Пропустил? Все, ты навсегда в петле, а твой персонаж ходячий параноик с диагнозом «угадай, что не так». Да, геймплей тут просто идти, но если у тебя хоть раз будет чувство, что-то здесь не так, эта игра съест все твои нервные клетки и скажет спасибо. В целом прикольно, поэтому советую поиграть. Пожалуйста, один вопрос. Заметь, ты скачиваешь игры, которые ты нам рассказываешь. Скачиваю, играю, бомблю, удаляю, иногда наоборот, но если ты видел в ролике, знай, я точно в нее играл.
игре ты не просто вор, ты шпион, инженер, акробат. Вламывайся в дома, выноси все, от микроволновки до картин, а потом отдохни в своей хижине воришки. Хардкорный режим для тех, кто не боится ловушек и камер. Вид от первого и третьего лица, огромный арсенал инструментов, от отмычки до гаджетов Джеймса Бонда. Да, иногда охрана умнее тебя. Да, иногда ты забудешь, что камеры надо отключить. Но в этом и кайф. Учишься на своих ошибках. Хочешь ворваться в дом, врывайся. Но не забудь, тень – твой лучший друг. Ты клялся, что больше туда не вернешься, но заброшенная фабрика игрушек снова зовет. Что-то не дает покоя, что-то осталось незавершенным. С тех пор многое изменилось. Коридоры стали шире, темнее. Звук шагов теперь не только твой. Головоломки сложнее, а игрушки злее. Они не просто охотятся, они помнят тебя. Твои руки, твой инструмент. Они тянутся, хватают, бросают. Каждую дверь ты откроешь с риском, каждый шаг. Это «а вдруг кто-то за углом». Ты ищешь инструменты, ищешь выход, но главное, ищешь правду. Happy Playtime – это не просто хоррор, это кошмар, в который ты возвращаешься по собственной воле. И на этот раз не ради спасения, а ради финала, а ради ответов, а может и ради мести. Фабрика снова открыта, игрушки ожили, ты знаешь, что делать. Только на этот раз не оглядывайся. Перед тем, как играть в третью часть, очень советую пройти первые две, чтобы понимать, что там вообще происходит. Это игра, где ты строишь дом, а потом крипер приходит и делает ремонт в стиле бах. Майн — это симулятор, где я просто хотел построить, а теперь горю в аду из-за угля. Пиксели, да, а логика не очень, но затягивает. Режимов 2. Выживание. Когда копаешь яму, чтобы спрятаться от зомби с IQ, как у табуретки. Креатив — это режим бога, где ты строишь Тадж-Махал, пока крипер тихо курит в углу. К минусам можно отнести: нет смысла, нет сюжета, нет сна. Но есть алмазы, а значит все хорошо. Майн — это когда тебе 7, ну или 37, но ты все равно кричишь. Построить мегаполис из земли легко. Понять, зачем я это сделал? Никогда. Качай и строй, пока не придет крипер. Ну или взрослая жизнь. А все ссылки на игры ты найдешь в описании к видео. И мы с тобой двигаемся ко второй строчке. Привет, Лайт. А ты в какие игры играешь? Ну смотри, играю в основном то, что тестирую для роликов. Сейчас иногда могу зайти в MMORPG, какой конкретно не буду говорить. Плюс оффлайн игры для поездок. Как-то так. Ты, кстати, напиши тоже в комментариях, в какие игры вообще играешь. Ну, хотя бы жанр. Будет интересно почитать. Ты думал, симулятор магазина – это скучно. А как тебе игра, где батон стоит $999, а за тобой охотится бабка-вор? Ты пополняешь полки, они пустеют. Ты настраиваешь цены, клиенты жалуются. Ты берешь в руки швабру, кто-то ворует бананы. Это не игра, это прям ад на минималках. Ты босс. У тебя есть касса, склад, курьеры и персонал, который работает как будто бы в отпуске. Выставляй ценники, принимай заказы, строй полки и надейся, чтобы никто не сломал холодильник. А иногда игра думает, что ты просто кайфуешь и расслабляешься. А иногда, что ты должен лично ловить воришку, пока держишь в руках молоко и сканер. Симулятор супермаркета – это когда ты хотел отдохнуть, а оказался в симуляторе пятерочки, где каждый NPC, как клиент в 8 утра в понедельник. Торгуй, психуй и всегда помни, что надо пополнять полки. Кто спасет мир и одновременно будет бить Медузу лопатой? Правильно, Спанч Боб и Мстители океана. Ты играешь за Боба, Патрика и Сэнди. Каждый из них как супергерой, только вместо костюма плавки, шлем и тупость на максималках. А враг, конечно же, Планктон. Он снова обиделся, что у него нет друзей. Квесты, погони, прыжки, удары по врагам. Все как в нормальном экшене, но только битва не за человечество. Ты спасаешь Крабсбургера. Каждый уровень как серия мульта. Да, Патрик тупит. Да, камера иногда решает уйти в отпуск. Но ты же не ради баланса сюда пришел, а ради того, чтобы лупить Медузу под графоний 2013 года. В целом прикольно. К особенностям игры можно отнести оригинальный герой мульта, поддержка геймпадов и довольно плавная анимация. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Мобильная игра по Игре престолов. Графоний консольного уровня, открытый мир и продвинутая боевая система. Выглядит, правда, круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.